Сегодня мы поговорим о истории, которая стала одной из самых личных и дерзких заявок в истории моды. Почему Александр Маквин использовал свои собственные волосы в работах? Что это значило для него и для мира моды в целом? Александр Маквин – главный бунтарь мира моды. Британский дизайнер, который не просто шил одежду, он рассказывал историю. Он родился в простой рабочей семье, далеко от мира глянца и подиумов. Его отец таксист, мама школьная учительница. И если бы не врожденное упрямство, возможно, он так и остался бы парнем из пригорода. Но у него была четкая идея – оставить след. Маквин с детства рисовал платья в школьных театрах. Уже тогда он знал, что одежда – это не просто ткань, а способ говорить, когда слов не хватает. Его тянуло к театру, к драме, к сильным образам. Он не стремился нравиться, он стремился пробуждать. Его стиль – симбиоз аристократической элегантности и бунтарской грязи. Бархат мог соединяться с латексом, а корсет с лезвиями. Он нарушал правила не потому, что хотел эпатировать, а потому, что хотел показать. За каждой пуговицей – эмоции, за каждым швом – боль, страсть, жизнь. Каждая коллекция Маквина – это спектакль, эмоциональный опыт, борьба боли и красоты. Как он сам говорил, я хочу шокировать вас настолько, чтобы вы захотели уйти, а потом вернуться. Идея использовать собственные волосы родилась у Маквина из глубокого интереса к истории. Он изучал викторианскую эпоху, времен, когда волосы были больше, чем просто часть внешности. Тогда локоны становились символом любви, памяти и даже предметом торговли. Женщины продавали свои волосы, а мужчины носили их как интимный сувенир. Волосы — это была личная история, крошечная капсула чувств. Маквин переосмыслил эту идею. Он хотел, чтобы его одежда не просто выглядела личной, но и буквально содержала частицу его самого. В своей дипломной коллекции Джек-потрошитель, преследуя своих жертв 1992 года, он отрезал свои собственные волосы и поместил их в прозрачные конверты, размещая их рядом со своим именем. Это был своего рода логотип из его ДНК. Он говорил: «Я хотел оставить после себя не просто вещи, я хотел оставить часть себя». И действительно, он вшивал собственные волосы в отдельные элементы одежды, придавая каждой вещи уникальный характер. Некоторые из этих работ стали частью легендарной выставки 2011 года. Они напоминали зрителям: Маквин не просто создавал моду, он вставлял в ней кровь и память. Но ключевым моментом в его карьере стала не только идея, но и первый показ. Его дебютная коллекция «Джек-потрошитель преследует своих жертв» 1992 года не просто привлекла внимание, а сразу стала шоком для мира моды. После показа, который состоялся в небольшом шоуруме, коллекцию Маквина купила Изабелла Блоу, тогдашний главный редактор британского Vogue. Она приобрела всю коллекцию. Это был момент, когда о Маквине начали говорить всерьез. Благодаря этому показу его имя впервые загремело в мире моды, и он начал свой путь к успеху. Изабелла Блоу, как и многие другие, сразу увидела в нем уникального художника, который мог переосмыслить традиции моды. И этот первый успех стал отправной точкой для его стремительного роста. Интересно, что в то время Маквина почти никто не воспринимал как будущего великого дизайнера. Его показы казались слишком жесткими, пугающими и странными. Но именно это и стало его суперсилой. После того, как его открыла Изабелла Блоу, карьера Маквина взлетела. В 1996 году он стал креативным директором Givenchy, модного дома, которому он даже сначала не симпатизировал, но все равно сделал из него остросюжетный театр. Он создавал коллекции как спектакли, на подиумах бушевал огонь, вода и ветер, словно сцены из фильмов, ужасов и фантастики. В 2001 году он запускает собственный бренд Александр Маквин, который быстро становится символом высокой моды. Он выпускает коллекции, которые одновременно восхищают и пугают, от образов с масками черепов до платьев из перьев. Напоминая, красота может быть страшной, а страх красивым. Он получил звание «Лучший британский дизайнер года» 4 раза подряд, но при этом все сильнее погружался в личные переживания, депрессию, утрату и одиночество. Он не боялся крови, страха и ужаса. Он делал это красиво. И как бы дико это ни звучало, именно страх и боль делали его моду невероятно человечной. Это было настоящее искусство. Это был голос, который не просит разрешения. Для Маквина это был способ противостоять бездушности модной индустрии. Там, где вещи превращались в тиражируемые продукты, он хотел оставить что-то настоящее. Что-то, что нельзя скопировать или продать без остатка. Через волосы он буквально вплетал свою уязвимость, свою жизнь в каждую коллекцию. Он хотел, чтобы даже спустя годы человек, надевший его вещь, носил с собой частицу живого. Как он сам говорил: мода забывается, а я хочу, чтобы мои работы чувствовали, даже если их забудут.
Сегодня, когда весь мир говорит о персонализации через NFT, идея Маквина звучит еще более мощно. В эпоху блокчейна люди стремятся оставить свой уникальный след, свой цифровой волос в пространстве сети. Маквин задолго до появления технологий создал физические NFT. Он вплетал свое тело, свою историю, свою боль в ткань. И делал это не для хайпа, а для того, чтобы запомниться настоящим. Александр Маквин показал, что мода — это не просто одежда, а часть нашей личности, которая может раскрывать самые глубокие чувства и переживания, но и заставлял нас задуматься о том, как далеко мы готовы зайти ради самовыражения. И возможно, именно поэтому его имя до сих пор звучит так громко, словно он еще здесь, среди нас.